Приветствую любителей турбореактивной тяги. Достал свой уникальный чемоданчик с турбореактивными запчастями. Здесь есть несколько незаконченных проектов и уже начали появляться мертвые двигатели. Недавно, прямо перед закрытием нашего турбореактивного сезона, решил показать друзьям, как летает мой турбореактивный микросамолет. Долго-долго мы прогревали двигатель, и произошло просто невероятная фиаско. Движок просто взяло и заклинило на взлете. Самолет при этом упал, пролетев не больше 10 метров. Сам двигатель я уже поменял и все-таки друзьям показал, как оно летает. Им очень понравилось. На самом деле уже сделано за все время вот столько запусков. Можно посчитать их. А это дата замены двигателя. И сегодня, друзья, мы будем разбирать тот заклинивший двигатель. Очень интересно посмотреть, что там произошло. Я надеюсь, ничего криминального. Ну, а вы, наверное, надеетесь увидеть что-то интересное для вас. Так что этот самолетик мы откладываем и достаем зеленый пакет. Именно здесь-то у меня все и сложено. Вот так выглядит этот маленький движочек Колибри. Я его уже разбирал. При этом снимал ротор и нарушил балансировку. Возможно, из-за этого он и вклинил. Но, как мне кажется, что нифига не из-за этого вклинил он по каким-то другим причинам. Потому что перво-наперво должна была себя плохо проявить вот эта передняя крыльчатка. Но я, как видите, там все обмазывал маркером. И если бы было касание, его бы было видно. Ну, сейчас мы более внимательно все, естественно, рассмотрим, но мой прогноз такой, что дристанул именно вот этот задний подшипник, который я не снимал и в этом месте балансировку не нарушал. Ну, в общем, сейчас посмотрим, какая теория будет верна. Вот так он вращается, после заклинивания я его потихонечку расшатал, и он опять крутится. Может быть, он даже и опять работает, но при таких жестких звуках не хочется его запускать, честно говоря, ребята. Потому что нормальный двигатель звучит вот так. Я ж вам могу все продемонстрировать. Есть разница, на мой взгляд, не правда ли? Это уже второй турбореактивный двигатель, который вышел из строя в моей мастерской. Первый был Hammer. Вот он так вот у меня в таком состоянии до сих пор и стоит в разобранном. Его можно с танцами с бубнами запустить, но ставить на самолеты его нельзя. И поэтому, друзья, я хочу вам сказать огромнейшее спасибо, потому что вы после прошлого ролика в комментариях увидели ссылочку и надонатили, ну, можно сказать, на пол двигателя нового. Я еще не знаю, буду ли я новый двигатель покупать или ограничусь каким-нибудь хорошим бэушным, но, скажем так, с гораздо большей тягой приобрету его. Но дело в том, что процесс уже по-любому запущен, я добавлю недостающую сумму денег и куплю отличный движок. Так что большое вам спасибо, друзья. Ждем покупки нового двигателя на, я думаю, 16-20 килограмм тяги. Как-то так будет. Вот такие вот хорошие новости. Новому двигателю мощному по-любому быть. На этот раз я Hammer брать не буду, потому что он себя плохо зарекомендовал. Буду брать нормальный двигатель. Вот эти мне очень нравятся, Колибри. Но мы еще посмотрим, что там у них внутри. Кстати, их я брал тоже бэушными. Начнем потихонечку разбирать. Есть у меня вот такой красивенький наборчик, который мне очень нравится, ребята. В Колибри преимущественно используются звездочки. Для начала, как всегда, сниму сопло. Придется, опять же, практически полностью его разбирать. Снимать ротор, чтобы посмотреть на подшипнички. Либо сам подшипник вышел из строя, либо место около него. Ну, по крайней мере, в моих микроскопических маленьких турбинках это так было. И кстати, да. Я думаю, еще остались ребята, которым интересна судьба микротурбин на канале. Две я подарил друзьям, ну а одна, которая у меня оставалась, уже почти что собрана. Сделаны подшипники, притерты шарики алмазной пастой. И когда я захочу его запустить,
Это будет очень интересно. Очень интересно посмотреть на результат. Так что тема с микротурбинами, как видите, даже не собирается заканчиваться, прекращаться. Будем продолжать дальше, стартовать и смотреть, какая тяга. И самое интересное то, что мне бы хотелось бы в будущем еще меньше собрать. То есть прям совсем маленькую. Колибри считается самой маленькой, хорошо работающей турбиной в мире. У них есть еще меньше, но в продажу тот продукт они не выпустили. Видимо, чего-то не достает. Что это ж все-таки за деньги продается, это ж не хобби. Люди будут требовать качественной работы, и им эту качественную работу нужно предоставить. Ну что ж, снял сопло. Посмотрим на состояние крыльчаток и вот этой средней части. Она может цеплять, но такое ощущение, что ничего здесь никогда не цепляло. Состояние турбины тоже великолепное. Видно, что все здесь в порядке, но громыхает оно знатно. Но люфта я не чувствую. О, видите? Оп-оп. И вклинивает, резко останавливается. Хоп. Вот это и хочется проверить и посмотреть, что там да как. Возможно, придется ее отправлять на сервис. Но это если я хочу, чтобы она дальше жила. А если я хочу ее преобразовать в что-то свое, либо попытаться сам починить, то тогда надо пытаться. Снимаю датчик температуры. Откидываю моторчик стартера. Пока что с этим узлом здесь все в порядке. Мозги работают нормально. Мозги у меня одни горели на таком движке. Причем сгорали мозги именно с того, который сейчас стоит на самолете. Тот более современный и более мощный, чем этот. Хотя примерно тех же массогабаритных размеров. Но, тем не менее, мозги я случайно спалил и пришлось чинить. Смогли починить мне их как-то быстро и не особо дорого здесь у нас по знакомству. Так что вот так, друзья, бывает. Конечно, то было очень неожиданно. Снял кожух, господи, какой же он легкий. Он, видите, гнется. Видите как? Ну, он пружинит и возвращается обратно. Здесь есть датчик оборотов. Есть вариант, конечно, чтобы сильно не разбирать, снять вот этот моторчик, что я сейчас и сделаю, и попробовать просто открутить крыльчатку, вытащить. То, что там внутри вы видели, а кто не видел, можете посмотреть обзорчик. Но нас интересует лишь самое главное – подшипнички, а именно их состояние. Живые они или мертвые. Ну, чтобы передние разбирать, я так подозреваю, надо будет все снимать. А вот задний он и так доступен. Видно, что здесь с колечком стартера все в порядке. Именно это колечко зацепляется с валом и раскручивает турбинку. Так как здесь есть такой механизм по типу бендикса, то его обратно откидывает, и он с ротором расцепляется. Важно, чтобы это колечко было в хорошем состоянии. Иначе, если он не сможет его раскручивать, пойдет огонь. Если не сможет охлаждать, то его заклинит, ну и так далее. Вы понимаете, что ничего хорошего не будет. Но видно, что там ничего нигде не цеплялось. Маркером нарисовано, и все на месте. Да, ну что ж, попробуем снять ротор для начала. Пометил взаимное расположение крыльчаток и откручиваем. Здесь левая резьба. Как помню, затянуто было не особо сильно. Вот, видите, раз, и пошло. Как и в прошлый раз, пошла вот эта воздушная крыльчатка. Вот она метка. Все это нужно будет еще совмещать обратно. И уже можно вытащить вал. Турбинное колесо. Вот так. Раз. И готово. Ну, как я и ожидал, друзья. Ого-го, это жесть. Смотрите. Это лютая просто нереальная жесть. Вышел из строя именно вот этот подшипник. Задний, не тот, что я разбирал. То есть я еще таки не так-то плохо все собрал обратно, получается.
Представьте, до какой степени серьезная конструкция у турбины, что даже на таком подшипнике оно худо-бедно работало. Но я так понимаю, что здесь был недостаточный прижим, потому что оно прям выскакивает из зацепления. Так быть не должно. Видите, что происходит? Подшипник тут гуляет как хочет. Вообще, по большому счету, я могу и сам такой подшипник сделать, но вы уже видели неоднократно, как это делается. Шарики там остались, скорее всего, хорошие, качественные. Ну, а обоймы можно заказать. Хотя, возможно, обоймы с какой-нибудь нержавейки здесь выполнены. Шарики очень маленькие, но зазор большой там. Между двумя шариками прям видно, что есть большой зазор. Вот вверху. В замешательствах. Что делать? Сейчас немножечко подумаю и выдам вам свое резюме. Пружина стоит вот здесь. Возможно, знаете, что могло быть? Возможно, при сборке, так как этот калибри уже переразбирался, подшипник поставили не той стороной. И его разбило. Но это лишь, опять же, мое предположение. Вот такая у них конструкция. И здесь глубокие канавки. Здесь упорная тоже глубокая по наружному кольцу. А здесь почти нет упора. И если перевернуть вот так и давить, допустим, сюда, на вылет из упора, то оно держаться не будет, естественно, и быстро выйдет из строя. Некоторое время оно, возможно, и проработает, но недолго. А если давить вот сюда, потому что тут есть натяг, за счет пружины определенной. Вот, и что-то куда-то давится. Но я так посмотрел, вроде бы здесь все правильно стояло. Давило именно вот сюда. Тут, видите, даже стрелочка есть. Так что с этим делать, я пока что даже, друзья, и не знаю. Но ее можно отправить в сервис. Там все поменяют и отбалансируют заново. В принципе, есть такой вариант. Я пока немножечко подумаю. Пока что не буду давать каких-то громких заявлений, потому что все может поменяться, а мне придется выполнять, так сказать. Вот, видите, я тут чуть-чуть подсобрал ротор, чтобы показать вам, как работает эта турбина, именно в этом движке. Вот если я на вал давлю, то здесь выходит, получается. Оп. То есть, по факту, все работает правильно, и подшипник был установлен правильно. Значит, он просто попался некачественный, либо старый уже. Вышел из строя. Эх, и нету такого у меня в наличии. Я когда-то заморачивался, делал несколько штук самодельных. Вот они какие, но они другого размера, они более крупные. И шарики у них другого цвета. Я не знаю, с чем это связано, но вот шарики с нитрида кремния, а там шарики более светлые, какие-то с зеленцой. Не знаю для чего и с чем это связано, какой-то материал, но такие я видел только в турбинах, а в продаже не видел. Поэтому пока что не могу ничего сделать. Вот я собрал, крутится еле-еле. Сервис его ждет, похоже. Да уж. Так что, ребята, пока что на этом все. Я надеюсь, вам до сих пор интересно смотреть про такие вот микро-турбореактивные движочки. Если это так, подписывайтесь на канал и поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Думаю, пациент будет жить еще.